Вновь приветствую вас, уважаемые мои подписчики. Сегодня хочу еще попробовать один интересный расклад, который, возможно, вам понравится, и вы захотите его заказать. Называется расклад чакровый. И мы попробуем посмотреть по 7 чакрам, в каком энергетическом состоянии вы сейчас находитесь. В нашем организме имеется 7 главных энергетических центров, или по-другому еще говорят 7 чакр. Вот с помощью этих чакр мы берем энергию из космоса. И чакры расположены в больших нервных сплетениях. И вот как раз состояние нашего физического и психического равновесия как раз зависит от состояния чакр. Также еще чакры имеют, я бы сказала, важное значение при передаче энергии от одного к другому человеку, при общении, при контактах с окружающей средой. И вот как раз расклад 7 чакр отражает психическое состояние и здоровье человека в данный момент времени. Ну и какие, может быть, у вас есть внутренние конфликты, какие-то отношения с другими людьми в целом, ну и, может быть, некие противоположности и проблемы с противоположным полом. Может быть, мы сможем увидеть и углубиться в какие-то финансовые проблемы, тенденции развития в ближайшее будущее, ну и так далее. Чакральный расклад ценен тем, что, наверное, можно обрисовать проблемы, откуда вот они произрастают, и в том числе посмотреть, над чем можно работать, каковы ваши ресурсы. Проблемы в реальности, они проявляются уже после того, как они появились на энергетическом уровне. Поэтому предлагаю вам расклад 7 чакр. Надеюсь, вам будет интересно. Итак, я приготовила для нашего расклада 7 цветов. Вы знаете, что всего 7 чакр. Первая чакра Муладхара. Это основание позвоночника и копчик. Вторая чакра это Свадхистана. Два, примерно 3 пальца ниже пупка. Это Манипура, солнечное сплетение. Это Анахата, центр груди, где-то примерно на уровне сердца. 5 это Вишудха, получается низ горла и ременная впадина. Аджна, центр лба, и Сахасрара, то есть макушка. Мы как раз посмотрим на старших арканах. Докладывать я буду картами из колоды «Безумная луна», если появится необходимость. Ну что ж, давайте начнем с самой первой, с Муладхары. Основание позвоночника, копчик расположена эта чакра. Она отвечает за физическое здоровье вообще в целом у человека, его жизненный тонус, энергию. Вот я по данной карте вижу, что вы наполнены энергией, вы прямо стоите наготове. Вы хотите что-то, куда-то двигаться, к чему-то, хотите отправиться. Посмотрите, вы полностью запрягли свою упряжку, вы наготове. Остается только дать сигнал к движению. То есть жизненный тонус у вас, в общем-то, в нормальном состоянии абсолютно. И физическое здоровье, я тоже бы сказала, отличное, потому что вы готовы к новому движению. А раз вы готовы, значит, вас ничего не сдерживает в плане здоровья. Карта говорит о том, что со здоровьем у вас все замечательно. Следующую карту давайте посмотрим. Это карта, которая ложится на вторую чакру Свадхистану, да. За что же отвечает, да, эта чакра? Здоровье ваших половых органов, состояние сексуальной жизни, может быть, даже магическая сила. Я еще бы сказала, это вредные привычки. Что же здесь можно, как же можно прокомментировать? Во-первых, я хочу сказать, что вы с таким очень серьезным потенциалом, скажем так, сексуальной жизни, очень здоровые вы в этом смысле, наполнены энергией, из вас прямо плещет очень мощная сила,
и противоположный пол, я думаю, это очень хорошо чувствует. Также эта карта может говорить о том, что у вас есть некие вредные привычки. Может быть, вы любите играть, а может быть, вы любите вкусно поесть, и список можно продолжить. Еще я хочу сказать, что действительно вы с очень большим потенциалом человек, да, и вот эта сила, она может быть не всегда направлена на позитивную какие-то моменты в вашей жизни, она может носить также и разрушительный характер, поэтому прежде чем предпринимать те или иные действия, внимательно посмотрите, так ли вы делаете, чтобы потом не было мучительно больно. Следующее. Чакра – это манипура или солнечное сплетение. Выпадает карта Иерофанта. За что же отвечает эта чакра? Это ваша социальная жизнь. Может быть материальное положение. Или каким образом вы светитесь и ощущаете себя в обществе. Ваша работа, ваши волевые характеристики. Может быть это твердость характера, например. Способность противостоять каким-то проблемам, сложностям. Ну и по этой карте можно сказать, что вы достаточно хорошо вписались в социальную жизнь. Я бы сказала, что некоторые из вас, возможно, учителя, возможно, очень мудрые люди, у вас достаточно стабильное материальное положение, и я бы сказала, что на работе вас очень ценят, потому что вы человек, обладающий очень хорошим опытом и потенциалом, вы профессионал своего дела. В плане силы воли, наверное, и вообще характера, я тоже могу сказать, что вы человек волевой, вас слушаются. Если вы руководитель, то ваши подчиненные вас, в общем-то, очень уважают. И вы способны противостоять, по большому счету, любым, скажем так, сложностям, которые возникают у вас на пути. Поэтому вы наполнены, как сосуд, да, до самого верха, и излучаете очень большой потенциал мудрости. Следующая карта – это Анахата. Анахата. Центр груди где-то примерно на уровне сердца расположен. Эта чакра расположена. По данной карте я могу сказать, что у вас очень такие, вы умеете контролировать свое эмоциональное состояние. Вы человек такой системный. Вы знаете, как правильно и как нужно. Вы человек очень гармоничный. Я бы сказала, что вы такие справедливо гармоничные люди. Вам можно доверять. Вы человек, который способен на какую-то благотворительность, на помощь людям. Вы способны оказывать поддержку. Можно сказать, что в семье вы стараетесь поступать по справедливости, то есть правильно, как и должно быть, четко распределяя все необходимые моменты в семейной жизни. Ну, в общем-то, вы способны наполнить мир вокруг себя таким порядком, четкостью. И каждому человеку, который с вами сталкивается, абсолютно понятно, что вы хотите, как вы живете, ваши принципы. В общем-то, в этом плане вы замечательный человек. Следующая чакра – это Вишудха, низ горла и ременная впадина. Что же говорит нам эта чакра? О том, что мысли у вас очень гармоничные. Вы человек, как и эта карта, императрица, очень наполненный, очень разносторонний. Вы человек, который способен творить и создавать. Вы умеете создавать равновесие в жизни. То есть рядом с вами чувствует человек себя абсолютно спокойным. Он понимает, как ему поступить в той или иной ситуации. Вы можете направлять человека в то или иное русло. У вас очень заложен большой творческий потенциал. И этот потенциал у вас очень гармонично развивается. Ну и вы умеете выражать идеи, вы умеете очень гармонично общаться и взаимодействовать. То есть вот человек, который
располагает к себе, человек, который наполнен различными идеями, мыслями, проектами. Поэтому вот эта чакра, на мой взгляд, тоже у вас очень замечательно развита. Следующая чакра – это аджна. Аджна или центр лба. Знаете, наверное, я не побоюсь этого сказать, вас сама Вселенная, да, поцеловала в лоб. Посмотрите, какое сочетание карты и данной чакры. Вы способны видеть и осознавать четко, что происходит вокруг вас. Вы можете очень хорошо ставить цели и достигать результат. И вы понимаете, для чего вы родились, каков смысл вашей жизни, для чего вы здесь находитесь. Вы понимаете, почему происходят те или иные события в вашей жизни. Вы очень четко, интуитивно ощущаете происходящее вокруг вас. Шестое чувство у вас развито великолепно. Вот. Еще надо сказать, что вы человек, который стремится вперед, но он не торопится. Он как бы всегда управляем и направляем Вселенной и высшими силами. То есть вы чувствуете вот эту поддержку. И я бы сказала по этой карте, что у вас очень большой потенциал в развитии, например, магии. Здесь вы просто-напросто можете найти себя. Ну и седьмая карта, чакра Сахасрара, седьмая чакра. Он тоже очень интересно выпала, да, карта Шут, карта нового начала. Хочу сказать, что у вас сейчас новый уровень. Возможно, вы выйдете на совершенно новый уровень, как бы подниметесь на этаж выше. Вот, если посмотреть назад, в целом на вашу жизнь, то, что прожито. Вы не боитесь этого нового, вы смело шагаете вперед, понимаете, что у вас все получится. Вы отчасти немножко бесшабашны. Степень удовлетворенности жизни, я бы сказала, стопроцентная. Вы легки, вам хорошо, и вы готовы к новому развитию. Может быть, бывает иногда вы не чувствуете, что происходит, но для этого у вас очень хорошо развита шестая чакра, которая как раз и дает вам вот это видение через интуицию. Но тем не менее, вы очень способны к восприятию, вы тонко чувствуете какие-то необъяснимые вещи. То есть я бы сказала, что вы переходите на новый уровень, который позволит вам достичь и понять чего-то новое. Поэтому не бойтесь, идите смело. Ну, помните всегда, что в жизни бывают препятствия, не оступитесь. Но, судя по раскладу, я вижу, что вы человек, который четко понимает свое направление жизни. Ну и последние три карты, которые хочется выложить, да, которые нам скажут, как я себя ощущаю в этом мире. Давайте посмотрим. Ну, вы по большому счету ощущаете себя звездой, да, вы чувствуете и понимаете, чего вы хотите, и вы знаете, к чему стремиться, да, может быть, еще ваши мечты и ваши идеи до конца еще не осуществимы, но вы черпаете воду и переливаете ее, и таким образом приближаете свои мечты. Связь с высшими силами. Я бы сказала, что карта нам говорит о том, что вы можете управлять ситуацией в полном объеме. Может быть, иногда могут быть какие-то осечки и ошибки, но это как раз и есть опыт, который должен обрести каждый человек на своем пути. Какие уроки я прошел, да, то, что я уже в полном объеме осилил. Наверное, сложные ситуации в жизни, когда вам нужно было быть на высоте, когда вам нужно было принять решение и сделать так, чтобы вас послушались, да, вы обрели эту силу. Посмотрите, сейчас даже лев преклоняется перед вашей силой. Ну и если на сегодняшний день связь и инсайты, ну, скажем так, со Вселенной, 100% карта Верховной Жрицы говорит о том, что вы наполнены знаниями интуитивно,
можете предсказывать то, что происходит вокруг вас, вы можете менять пространство. То есть вы человек, который развивается, человек, который способен к новым открытиям и новым свершениям. Ну что ж, приглашаю вас на расклады. Более подробно поработать с этим раскладом, конечно же, это важна очень индивидуальная консультация. Рада с вами общаться. Всегда рада и жду вас на своих консультациях.